Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. В этом выпуске увлекательные приключения с первыми заказами, незабываемая ночь со мной и сколько же я в итоге заработал. Вступление будет коротким, так как выпуск получился очень насыщенным, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодня суббота. Вчера на канале вышел ролик, в котором я пытаюсь сделать что-то из ничего и заработать на этом. Это уже второй ролик из этого цикла, и мне интересно ваше мнение, насколько такой формат интересен. И пишите в комментариях, может быть, у вас есть идеи, из чего я могу что-то сделать, или что я могу сделать из ничего. В общем, жду ваших советов. Я только что был в своем любимом магазине, не стал вам это показывать, вы, наверное, уже так же, как и я, изучили, что где там лежит. А вот вопрос, зачем я там был? А был я там за тем, что на этой неделе мне пришло 2 заказа на мои вешалки, которые я делал, не помню, в прошлом ролике вам показывал или в позапрошлом. Ссылочка на DIY канал будет где-то вот здесь вот на ролик, но не суть. В общем, я закупил необходимые мне сейчас мелкие расходники для того, чтобы изготовить этот заказ. И сейчас еду за материалом, за основным материалом, за деревяшками в компанию, которая их производит. К сожалению, потому что в Леруа их почему-то больше нет. Поэтому мне придется ехать немного за город. Что получится по цифрам, расскажу вам ближе к концу ролика. Но пока точно одно могу сказать, что до выполнения плана, поставленного самому же себе, мне еще на самом деле очень далеко. Но еще целых 4 дня впереди. Хотя нет, 3,5 дня. И я считаю, что еще возможно все. Друзья, чем больше лайков, чем больше интересных комментариев будет под этими видео, тем более интересные проекты я буду делать, тем более необычными способами я буду пробовать заработать. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, а я уже скоро приеду на место. Здравствуйте. Так, хочу у вас подзакупиться немного материалом. Материал я покупаю немного с запасом, а мало ли что, всякое бывает. Все-таки это ручной труд. Спасибо вам большое. Я решил сегодня это вести все-таки в салоне, потому что погода, сами видите, какая. Ну куда же без развлечений? Правильно? Развлекаться тоже надо. Ну что, пришло время поработать? У меня все по-взрослому, прямо как на производстве. 2 заказа, 2 отдельные коробочки, каждая подписана, чтобы ничего не перепутать. Так что работаем. Сегодня день номер 2. Я должен закончить сегодня 2 вешалки. Одну, правда, я обещал закончить сегодня, а вторую обещал закончить завтра. Но я в любом случае хочу сегодня доделать обе. Надеюсь, что часов 6-8 мне будет достаточно для того, чтобы это сделать. И мне интересно, будет ли кто-нибудь из заказчиков смотреть это видео. Если вы смотрите, то привет! И напишите что-нибудь в комментарии, понравилось вам, не понравилось. Мне очень интересно на самом деле. Я вчера говорил о том, что я пока далек от выполнения собственного плана, который сам себе поставил. И эти, конечно, вешалки меня приблизят к его выполнению, но могу сказать, что вот пока ни один из светильников из позапрошлого выпуска, по-моему, да, ни один из светильников пока не продался. Я сегодня на них снизил ценник, и есть надежда, что до конца месяца, может быть, что-то из них я еще продам. В общем, посмотрим, а я пошел работать.
Но сначала надо попить чайку. И Авито может быть не самая подходящая площадка для продажи таких эксклюзивных хендмейд изделий. Может быть, вы мне в комментариях подскажете, где я могу еще попробовать их продавать. А если вам что-то понравилось из того, что я делаю, вы можете также найти эти товары на Авито, набрав в поиске мой ник «Я Фриатист», либо пишите мне здесь в комментариях. Опять я, конечно, не угадал по временным затратам. Все оказалось гораздо дольше. Я ведь эту вешалку делал только один раз, и для съемки ролика для DIY канала, здесь будет на него ссылочка. И ролик я снимал 4 дня, а тут я решил сделать 2 вешалки за 2 дня. И я, конечно, столкнулся с огромным количеством нюансов, но я для себя сделал уже и большое количество выводов соответствующих. Так что чувствую я сегодня здесь опять, ну дай бог не ночую, конечно, но уеду отсюда далеко за полночь. Ну что делать? Продолжаем. Капец. Я стал выполнять промежуточную сборку у одной из вешалок и понял, что не просверлил одно отверстие. Но это, конечно, не большая беда, это недолго сделать, но тем не менее время уже начало 12-го, а мне у этой вешалки надо еще сделать полки. Так что ночка сегодня будет веселая. Продолжаем. Дубль 2. Блин, она такая большая, что еле в кадр влезает. Но зато все получилось. Сейчас буду заниматься полками. Ну что, все. Промежуточная сборка обеих вешалок закончена. Время уже капец сколько. А предстоит еще этап шлифовки. Так что мне некогда прохлаждаться. Меня сегодня уже не хватит на то, чтобы отшлифовать вот эту вторую вешалку. И на то, чтобы упаковать вот эту вот вешалку. Она уже отшлифована. И с ней, по сути, осталась только упаковка. И вот ее я завтра как раз-таки обещал уже заказчику отдать. Поэтому придется завтра сюда с утра лететь, доделывать, чтобы можно было порадовать заказчика. А я на сегодня закончился. Я поспал 4 часа. У меня с собой тазик кофе. И go в мастерскую заканчивать работу. Ведь сегодня нужно отгрузить как минимум одну из вешалок. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.
face. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. В одном из выпусков я как-то упомянул о том, что хотелось бы мне переехать за город, чтобы не было вот этой вот необходимости мотаться из мастерской домой, из дома в мастерскую, и чтобы можно было работать прямо не выходя из дома, если можно так сказать. Так вот, у меня на весну есть грандиозные планы, и планы эти, ну, прям очень масштабные. Это вам не лесенки клепать. Так что подписывайтесь, чтобы узнать, что я задумал. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. Не знаю, заметит ли это кто-нибудь, но я решил, что в каждом проекте подобного плана будет фишечка. А фишечка будет заключаться вот в таком вот необычном фиксирующем элементе. Если вы посмотрите, то вот обычные они все выглядят вот таким вот образом. Здесь просто идет спил и, соответственно, рисунок среза дерева, да. А вот такой вот вариант получается, когда я пилю заготовку по месту ее склейки. И первый раз у меня это получилось случайно, когда я снимал ролик для DIY канала, но мне эта идея так понравилась, что я решил применить это уже в таких проектах, которые я делаю на заказ. И вот скажите мне, пожалуйста, фишечки, на такие фишечки кто-нибудь обращает внимание вообще? Имеет смысл заморачиваться на такие вещи? Или это чисто мой фетиш? Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Я немного привел себя в порядок. И сейчас поеду вручать вешалку заказчице. Ведь, как сказал Аристотель, движение — это жизнь, а отоспимся как-нибудь в другой раз. Погнали! Жду! Хочу кушать! It can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I Анна, pray. All I need добрый вечер. are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Это ваше? Сейчас муж приедет, Да, конечно. заберет. Без проблем. Сейчас, секунду. Да. Добрый вечер, Арсений, Денис. приятно. Да, мне тоже. Так, ага. Ага. Дерево конструкция. Ну, вы Да, точно конструкция её не такая. видели. Анна, почему такой выбор? Именно искали что-то подобное или... Да в целом все с того, что у нас просто съемная квартира, у нас была временная вешалка, Мгм. и она не выдерживала количество одежды, которое у нас было. Мгм. Вешалка, она просто поломалась, да, и мы поняли, что конструктив, который нам нужен исключительно на долговечной основе, что перевести уже в свой собственный дом. На маркетплейсах ничего интересного, Мгм. крепкого нету, а еще у нас будет строиться дом, мы посмотрели, просто случайно наткнулись на Авито и подумали, что она и классно потом к нам впишется. Думаю, почему сразу тогда не взять, сюда не поставить, а потом не забрать с собой. Так что да. И плюс, конструкция, она как минимум крепче, чем все эти алюминиевые, которые продаются Однозначно. на маркетплейсах. Это уж У нас вот как 100%. раз-таки буквально вот этот алюминий сломался пополам, поэтому все это ушло на помойку, и А это сейчас очень еще грустно. зима, еще больше вещей, и надо, чтобы что-то могло Самое это главное, всё не то, что их выдержать. больше, они еще тяжелее становятся, да. Это Ну, факт, да. понятно, да. То есть такой выбор и пал. И в целом дерево. То есть это... Оно органично смотрится. Да, Мгм. абсолютно. И что у нас на временной квартире, и что потом в нашем интерьере будет очень прекрасно смотреться. И можно всегда покрасить, если надоел цвет. Да. Вообще да. здорово. Да и вообще, что может быть приятнее, чем ручная работа. Это как будто бы даже в наши времена даже надежнее звучит на самом деле, чем то, что можно купить, вот пойти в магазин за углом, непонятно откуда привезенное. Согласен. А вы смотрели ролик, то, что у меня там прикреплена Да, ссылочка? да,
Да, Да. я смотрела. Как-то помогло принять решение, сподвигнуть к покупке, мне интересно? Или, это в целом не особо У повлияло? меня как минимум это вызвало такой уровень доверия. То есть я увидела, что вы человек живой, вы сами это делаете. Мгм. И вы и рассказываете, да, по-моему, там, как это сделать, Да, и как да, это да. собрать. То есть, конечно, это в том числе повлекло, потому что даже когда ты покупаешь на Авито, сначала ты выбираешь по привлекательности фотографии, потом Мгм. ты смотришь описание, потом переходишь к человеку и уже изучаешь, вообще нужно, не нужно, можно, не можно. А самая главная, огромная проблема большинства маркетплейсов и тех людей, которые там продают, это то, что они особо не заморачиваются насчет инструкций тех же самых, как собрать это. Я много раз просто все собирал с маркетплейсов, я просто видел вот эти вот напечатанные на листе А4 с очень плохим качеством инструкций, где ничего не понятно, даже какой болт куда вставляется. Это объективно просто очень сложно, когда у тебя еще есть и видео, чтобы ты просто под то, что копирку я понял, снять, как инструкция. да, под копирку просто снять, как это сделать, чтобы ты не думал, приезжая там Ага. домой с работы, уставший, как же это все сделать. У тебя уже готовый лайфхак для того, чтобы ты просто сделал это быстро, качественно и без особых проблем. Класс. да. Но я не как раз сказал, что там есть пару моментов, что верхние вот эти перекладины нужно поставить в определенные места. Но там у меня как раз таки все помечено. Тем Так более, что вы там ничего точно не перепутаете уже. Суперски вообще, класс. Так что, соберем, фотку вышло. фотку вышло обязательно. Да, что не присылайте так, ногами отзыв на Авито, пожалуйста. Обязательно. Я буду признательный. Если понравится, конечно. Если не понравится, тоже пишите. Я вообще, знаете, человек, который очень любит писать отзывы. Да. Я всегда пишу отзывы. Если мне искренне нравится, люди могут подумать, что это заказной отзыв, но я просто, всегда так благодарна, если что-то очень классное, качественное, надежное. И обязательно это еще испытываю, только потом пишу отзыв. Все правильно, Все согласен. познается в эксплуатации. В конце этой недели, в пятницу, скорее всего, у меня еще на втором канале. Вот вы смотрели ролик, это DIY канал, где я показываю, как делать. У меня есть Ага. еще второй канал, Ага. на котором я рассказываю, как я учусь зарабатывать на том, что мне нравится делать. И Здорово. в пятницу выйдет ролик, как раз-таки, в который вы увидите мои приключения с вашей вешалкой. А, Круто. Я вам ссылочку скину. Буду Супер. благодарна. Да, очень там можете здорово. тоже что-нибудь Обязательно. доброе, злое, не знаю, что это. Оставим. Нет, такое, Надеюсь, хорошее. Я тоже очень такое всегда надеюсь. хочется просто, искренне поддерживать, когда ты видишь человека, его А самое главное, его старания. инициативу. Да, это правда, да. Не просто продаешь что-то, что ты сделал сам, а вот с таким отношением к этому всему это сразу плюс 100. Так что да. Спасибо. Сейчас Спасибо как большое. соберем. Да, пожалуйста, в общем, да. Если что, если вопросы какие-то будут, то Обязательно, пишите, да, без обязательно. проблем вообще. Конечно, все хорошо. Офигенные ребята, вообще так здорово, такие разговорчивые, такие классные, такие приятные. Надеюсь, им понравится то, что я сделал. Я, правда, очень сильно старался. В общем, ждем. Надеюсь, положительный отзыв. Так, я обещал отправить фоточки о том, как ее правильно собрать. Потому что я сам эти вешалки собираю исключительно по своим же инструкциям. Ну что, вешалка одна вручена. За второй вешалкой заказчица приедет завтра сама. Так что я наконец-то поеду домой и немного отдохну. Все, а с вами увидимся уже в пятницу. Алло, Мария, нашли где припарковаться? Так, с краюшку. А, это вы. Все, отлично. Добрый вечер. Нет, я сейчас ее вам принесу. Мария, вы будете не против, если я вам несколько вопросов на камеру задам потом? Нет, Нет? Хорошо. Сейчас принесу тогда. Есть какие-то еще альтернативы? Вы же наверняка не единственный вариант мой смотрели. организаторы предоставляют безотдельно. Ну Это железные такие стойки, не хочется из натуральных тканей, там фуфайки, грубо говоря, и Ну, кстати, я платье. обратил внимание, классная И фуфайка. платье. Хочется тоже, какой-то органики, Ага. не железо вот это. У меня есть эксклюзивный светильник напольный, он примерно вот такой вот высоты, ну и там в основании он 30 на 30 сантиметров, грубо говоря. И можно будет вам на стендик просто его рядом поставить, если вы его продадите, там мы договоримся, вам какая-то... Там нельзя, потому что нам уже одежда, отдельная одежда. А. Организаторы ходят, проверяют, Ага. Мгм. дерево отдельно. По сборке там, я думаю, вопросов не должно возникнуть, но если какие-то вопросы будут, вы можете мне прям в онлайне писать, фоткать, спрашивать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Если понравится и что-то еще будет нужно, то обращайтесь. Поняла. Всего доброго. Ну что, все, вторую вешалку заказчица забрала.
Я хотел с ней попробовать договориться, чтобы выставить свой мега-эксклюзивный светильник у нее на стенде, но вы сами все слышали. К сожалению, там, где одежда, ничего кроме одежды выставлять нельзя. Но продажа есть, денежка в копилочку дзынь, так что работаем дальше. Вот так я провел несколько увлекательных дней и ночей. Какие выводы я для себя сделал и какие грядут изменения в связи с этим, вы узнаете в одном из следующих выпусков. А сейчас давайте поговорим о цифрах. Как вы помните, я установил для себя целью на вторую половину октября заработать 50 тысяч рублей. И что получилось в итоге? Первую вешалку я продал за 6,5 тысяч рублей. Дальше была лесенка в стиле ваби-саби, и цена на нее была чисто символическая, но тем не менее она добавила в копилку 1500 рублей. Вешалки из этого выпуска я продал за 8,5 и 6,5 тысяч рублей. И получается, если все это сложить, то получится 23 тысячи рублей. А это даже не половина плана. Что я буду делать дальше, скоро узнаете. А пока пишите в комментариях свои идеи, как я могу заработать на своих изделиях, какие изделия, может быть, мне стоит делать и где мне стоит попробовать их продавать. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч. А я пошел дальше двигаться к своей мечте.